Я хотел бы поговорить с вами о открытости и приватности. Это не взаимоисключающие понятия, если задуматься. Одно зависит от другого, связано с другим. И это не то, что антонимы, значит, но это так же, как холодное и горячее, которые должны сосуществовать вместе. У открытости есть много защитников, а у защиты частных прав тоже есть свои защитники. Я недавно написал книгу, которая называется «Открытость». И считаю, что сегодня имеет смысл поговорить больше о защите прав личной тайны. Когда говорят о приватности, очень часто эти разговоры связаны с новыми технологиями, и появление новых технологий привело к тому, что у людей возникло ощущение опасности, связанной с этими изменениями. И вот книга и в людях поселился страх. Вот Джонатан Свифт говорил, что книга, которая стоит в шкафу и которой автор не делится ни с кем, это как девственница, но как только она становится достоянием общественности, она уже как бы превращается в публичную женщину. Вот и идея эта не является новой. На самом деле можно вспомнить еще ситуацию в 1890-х годах в США, когда возникла вот эта вся озабоченность о защите частной тайны. Вот. Появились фотокамеры. И эти фотографии, то, что они появились в массовой прессе, это испугало людей. У них возникли опасения, что их частная тайна будет нарушена. Если посмотреть газету «Нью-Йорк Таймс», выпущенную в 1990 году, там можно вообще увидеть такие статьи, где сотрудников компании Kodak называют злодеями. Там была статья, вот, например, о том, что один молодой человек, он просто вырвал из рук и разбил камеру из рук фотографа. Что происходит? Сейчас мы не боимся фотоаппаратов, мы позируем перед ними, они везде, мы делаем везде фотографии, но происходит естественный процесс, когда общество подстраивается к новым нормам. То есть есть определенные правила, где можно фотографировать, где нельзя фотографировать. Люди постепенно приняли эти правила в качестве руководства и, собственно, следуют им. Или взять, например, новые технологии, микрофоны, видеокамеры. Они везде. И появление каждой из этой технической новинки тоже привело к определенной панике, но в меньших масштабах. Вот в Германии, например, там большой шум вызывают такие технологии, как идентификация по ДНК, по другим вопросам. Вот. Но очень правильно волноваться по поводу защиты частной тайны. Частную тайну надо защищать. Но мы не можем регулировать нашу жизнь, ориентируясь исключительно на самонеблагодарные истории. Дело в том, что если мы будем ориентироваться только на самое худшее, что может произойти, мы тем самым закроем возможности тому, чтобы произошло самое лучшее. Вот, как мой друг Юрий Мильнер из России, он защищает открытый подход к развитию, к инвестициям, и это приносит определенные результаты, в частности, в росте интернета. Но если задуматься об интернете в целом, потому что это важное средство, что меня заботит в регулировании защиты частной информации. Если мы будем волноваться только по этому вопросу, то мы можем упустить те неблагоприятные последствия, которые может привести регулирование в интернете. Это регулирование, оно происходит по инициативе традиционных организаций, институтов старого мира, которые пытаются препятствовать изменениям. И
мы не знаем, каким будет будущем. Я вернусь к этому еще через несколько минут. Но сейчас давайте поговорим о непреднамеренных последствиях, которые могут реализоваться в результате регулирования в интернете по самым лучшим побуждениям. Но мы знаем, что интернет винят в пиратстве, способствовании педофилии. Вот даже президент Саркози призвал к тому, чтобы обеспечить регулирование в интернете. Но при всем при этом я задаю вопрос, зачем регулировать интернет? Он что, сломался? Он что, плохо? Он работает, собственно, так же, как и последние 10-15 лет. Но мы оказались в ситуации, когда эти организации обеспокоились по поводу влияния интернета и то, как интернет лишает их части власти. Так что это к тому, что не только приватность беспокоит. Несколько примеров. Германия. Street View. Там был поднят большой шум по поводу сервиса Street View. И один из высших должностных лиц, который занимается защитой частных прав, он призвал население Германии протестовать против Street View. Вот мои друзья в Германии стали называть Германию Blur Money. Не знаю, насколько это перейдется, эта шутка. То есть blur — это замутнение, так сказать, изображения, чтобы не было видно деталей. И может... Мне кажется, это, то есть кому-то может это показаться и правильным, но мне кажется, что это даже немножко глупо. То есть вот это давление, которое оказывается на Google для того, чтобы не делали фотографии людей в общественных местах. А давайте подумаем о том, что такое общественное место, что такое вообще общественное, публичное. Вот посмотрим на право свободной речи, на свободу речи. Вот. Когда, например, в общественном месте, на улице кто-то выступает, если значит, кому-то будет запрещено высказываться и слушать то, что говорят других, это воздействует на ваши права. Вот, например, мы знаем пример, когда представитель полиции в Чикаго, он запретил публиковать запись своего публичного выступления. То есть я считаю, что следует задуматься о том, какую ценность представляет собой открытая, общественно доступная информация. Вот, извините. Вот, и тут возникает вопрос, кто вообще имеет право запрещать? Это жители какого-то места или владелец здания? Вот еще один пример. Это защита прав детей. Конечно, это очень важная тема. Действительно, это так. Но реализация каких-то мер привела к непредвиденным последствиям. Там сказано, что о детях возрастом до 13 лет нельзя выкладывать информацию в интернет. И были предприняты значительные усилия, чтобы протолкнуть эту норму. Но были некоторые и непредвиденные последствия. Во-первых, это привело к тому, что дети стали вынуждены врать о своем возрасте. То есть один исследователь в Нью-Йоркском университете провел исследование, и оказалось, что среди опрошенных детей возрастом до 18 имеют аккаунты в Фейсбуке. Но что интересно, практически 3/4 этих аккаунтов, они были открыты с помощью их родителей. То есть в результате как бы родители стремились к тому, чтобы права их детей были защищены, и теперь эти же родители фактически помогают своим детям обойти эти правила. Вот. Я тоже, когда начал работать в интернете, запустил в начале 90-х несколько сайтов для детей. И результатом оказалось то есть результат исследования показал, что дети являются тем сегментом населения, которым интернет оказывает наименьшее количество услуг. В Европейском Союзе сейчас
Очень большие усилия предпринимаются для того, чтобы ввести очень жесткое законодательство по защите приватности. И вот, например, там защищается такое право на то, чтобы вас забыли. На первый взгляд кажется, что это хорошо. Но как только мы с вами будем взаимодействовать с данными, возникает вопрос, кто владеет этими данными, я или вы? Если вы меня сфотографировали где-то на улице или на вечеринке, а я вам скажу, что вы должны ее снять, тут я теперь, получается, уже нарушила ваше правило на свободу речи. И переговоры на эту тему оказываются очень непростыми. Вот если говорить о праве, которое требует удалить информацию в своей жизни. Дальше. Есть такая концепция. Приватность по умолчанию. Если у нас приватность будет обеспечиваться по умолчанию, как основополагающий закон, то такие публичные сервисы, как Twitter и Flickr, просто не смогут существовать. В этом проблема. Также в таких странах мира, как Австралия, Канада, там стремятся подвергать фильтрации всего контента в интернете, чтобы не допустить проникновения туда детской порнографии. Конечно, это очень важная проблема. И нужны соответствующие законодательные меры и правоприменительные меры, чтобы с ней бороться. Вот, но уж фильтровать весь контент в интернете, это уже будет мера, которая оказывает воздействие на нас всех. И когда вы пытаетесь регулировать технологию, а не поведение, то вы тоже получаете непреднамеренные последствия. То есть вы затрагиваете в результате жизнь очень многих людей. То есть если вы будете внедрять регулирование в интернет по одному виду, нежелательному виду поведения, то это значит, что вы, так сказать, окажете воздействие и на людей, которые ведут себя по-другому. Этого делать не надо. И, наконец, в США у нас идет дискуссия по праву людей, так сказать, обеспечить, что информация о них не отслеживалась. Но вот, например, с другой стороны, то есть это делается для того, чтобы рекламодатели не слишком злоупотребляли. Ну вот, например, вы заходите на веб-страницу, вам загружается куки, которая позволяет отслеживать информацию о вас. Не о вашей личной информации, об имени, фамилии, а просто о характеристиках поведения. Я думаю, что если запретить такую возможность, то это сильно подорвет устойчивость существования этой отрасли. В результате окажет негативное воздействие на экономику. То есть это лишь некоторые примеры нормативных актов, которые предлагается внедрить по поводу защиты частной тайны. Есть и другие. Вот. Есть, например, такие... Сейчас идет война настоящая между Голливудом и Кремниевой долиной. И Кремниевая долина говорит... Кремниевая долина пока вроде как выигрывает, но это лишь одна из многих войн, которые ведутся по защите интернета. И проблема, с моей точки зрения, состоит в том, что мы здесь имеем в виду с неконкретным страхом. Приватность, закрытая защита частной тайны – это такое слово очень размытое. Одни люди понимают его по одному, другие по-другому. Я в своей книге попытался определить защиту личной информации, privacy. И я пришел к такому мнению, что термин privacy – это когда вы знаете какую-то информацию о ком-то другом. То есть я знаю что-то о вас. Вы мне сказали что-то о себе. То есть сделали эту информацию публичной. Что будет дальше с этой информацией? Вот вы мне сказали, и дальше ответственность лежит уже на моих плечах. Что я с этой информацией сделаю? Я могу этой информацией делиться или не делиться для своей пользы, для вашей пользы, для вашего вреда, как угодно. Все эти решения уже мои. И ответственность лежит на мне. Вы почему-то мне открыли свою информацию, дальше я свободен делать с ней все, что угодно. Итак, что хорошего, что плохого в этом? Никто никогда не может заставить вас раскрывать информацию о себе. Да, это безусловно. Но мы должны подумать, что есть разные способы разглашения информации. Я в своей блоге рассказываю о себе.
Вот, и я, в общем-то, люди, равные мне, что-то обо мне знают. Что хорошего в этом? У меня есть друзья, у меня есть знакомые, которые дают мне информацию о себе. И, допустим, вот меня лечили от рака, и другие люди рассказывали об этом, о том, как их лечили. Может быть, это поможет кому-то еще. Никто меня не заставлял эту информацию открывать. Никто не должен и не имеет права заставлять меня открывать эту информацию. Но если я захотел, я сделал это по своей воле. И тогда нужно задать вопрос, если я свободно открыл эту информацию, как ее можно потом закрыть, зачем? То есть информация... 845 миллионов пользователей имеется в Фейсбуке. Для чего? Для обмена информацией. Обмен – это хорошо. Я хочу сказать, что обмениваться информацией необходимо для того, чтобы укреплять отношения, укреплять доверие, для того, чтобы работать во имя общей пользы. Публичность позволяет, допустим, представителям сексуальных меньшинств бороться за свои права от тех, кто пытается запереть их в туалетах. Вот. Есть Википедия, которая организует наши знания, которая поддерживает совместную работу. Если компания или правительство работают публично, если они открывают свою информацию, тогда это открывает дорогу для людей, чтобы они сотрудничали с правительствами. Смотрите, вот было движение такое «Оккупируй Уолл-стрит». В чем была идея? Трудно сказать, но тем не менее через Твиттер, через Фейсбук все это пошло, люди сорганизовались, и никто ничего особенно не организовывал, не было никакого центра, но интернет оказал влияние. Интернет оказал влияние и на выборы. И, конечно, все эти явления не вызываются Твиттером или Фейсбуком, но Твиттер и Фейсбук помогают людям искать единомышленников и действовать в своих интересах. И это прекрасно. Я хочу здесь остановиться и поговорить о необходимости поддерживать свободу и делать ее как можно более широкой. Значит, у нас имеются изменения. Эти изменения идут не быстро, как я считаю, они идут медленно, эти изменения. Вот Эйзенштейн, который исследовал Гутенберга, вот, и в течение 50 лет после изобретения печатного станка, в общем-то, не оказывал этот печатный станок особого влияния на общество. Книга печатная начала оказывать серьезное влияние на человечество где-то через 100 лет после начала книгопечатания. Вот, и никто не думал, что изобретение Гутенберга может подорвать позиции, допустим, католической церкви, вызвать целую революцию в церкви, вызвать реформацию, вызвать перемены в области образования. Все думали, ну что, странная какая-то штука, что-то печатает, новая технология, ну и все. Точно так же интернет. Интернет еще не достиг своего пика. Интернет уже кое-что изменил, но эти изменения еще не являются достаточно глубокими, такими, какими они должны стать в будущем. Многие пытаются регулировать интернет, определить, что он может, что он не может, но это все будет решено в будущем. Я хотел бы, чтобы мы обсудили главные принципы открытого публичного общества, прозрачного общества. И именно об этом я пишу в своих книгах, я поощряю эти дискуссии. Мы имеем право на подключение к интернету, каждый из нас. Я не знаю, следует это закреплять в Конституции или нет, но если кто-то, какое-то правительство останавливает ваш доступ к интернету, обрубает этот доступ, не является ли это грубейшим нарушением ваших прав, прав человека?
И мы имеем право свободно собираться, создавать ассоциации. Это наше неотъемлемое право. И поэтому в интернете мы это можем сделать и должны сделать. И информация наших государственных учреждений и частных учреждений, особенно государственных учреждений, должна быть по определению открыта. Личная информация нет, но правительства должны действовать открыто. По умолчанию. Сейчас по умолчанию правительство работает закрыто и открывается лишь как исключение. Должно быть именно наоборот. У нас есть соответствующие средства, и мы должны настаивать на то, чтобы они применялись. Итак, надо определить, что должно быть публичным, что должно быть закрытым. Публичная информация должна быть публичной для общей пользы. Если какое-то правительство или какая-то компания ограничивает доступ, если она замедляет доступ, то это общество не является свободным. Интернет должен быть открытым и распределенным. Это главное в архитектуре интернета. Это означает, что никто не может контролировать интернет. Никто не может наложить свою руку, так сказать, на интернет. Если это произойдет, мы не будем свободными. Поэтому сегодня мы можем говорить о защите личной информации, об обществе, об интернете. Можем говорить не только о наших страхах, но мы должны говорить об открытости, о том, что мы должны защищать. Спасибо большое, я теперь готов присоединиться к общему обсуждению. Большое спасибо, Джефф.